Я вас приветствую и сейчас скажу банальные вещи. Все вы, конечно же, знакомы с Уве Боллом, который, во-первых, в прошлом прогремел со своими великолепными экранизациями популярных игр, да так, что эхо от этого грома до сих пор гуляет по миру синематографа, а во-вторых, снял энное количество удобоваримых авторских работ, которые можно посмотреть без кровотечения из глаз и даже с интересом. Ну а в-третьих, Постал. И эти три факта говорят нам о том, что Уве Болл многогранный творец, который любит экспериментировать с жанрами. Поэтому в его фильмографии нашлось место и слэшеру «Сид. Месть восставшего». А так как у меня на канале огромное количество любителей этого направления кинематографа, кроме тех, кто ждет обзор 10-го «Форсажа» от репортера Алексея в Ракун-Сити, в который он попал, повернув не туда, то я не мог пройти мимо. Тем более, что этот фильм Уве снял в тот период, когда ему еще давали деньги, а именно после «Во имя короля», но до «Постала» и до знакомства с легендой и ряда шедевров с этой легендой в главной роли. Короче, «Сид. Месть восставшего» — это слэшер от Уве Болла за $10 миллионов. Вот для сравнения бюджеты других популярных слэшеров, выходивших примерно в то же время. И тут закономерно возникает вопрос, из какой категории качества этот фильм? Всратые экранизации игр или удобоваримое авторское кино? Или Постал? Давайте смотреть и узнавать. Но перед этим, в свете всех этих событий с блокировкой Ютуба, хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы оставаться на связи в дальнейшем. Про группу ВКонтакте, канал на Дзене и Бусти я, пожалуй, промолчу. Ссылка, кстати, будет в описании и закрепленном комментарии. Итак, начинается фильм с очень важного предостережения. Внимание! В фильме содержится графически неприятное изображение реальных событий. Мы включили эти кадры в фильм для поддержки своей позиции в отношении гуманности. Спасибо. А вообще, для поддержки позиции в отношении гуманности Уве Боллу не стоило снимать экранизации игр. Затем нам показывают какую-то надпись, нацарапанную на заборе, которая, несомненно, важна в контексте фильма. Но я бы все равно скептически относился к тому, что нацарапано на заборе. После чего мы видим, как ракета страдает за проделки своих сородичей и то, что они обычно делают с мусорными баками. Зрелище это, мягко говоря, неприятное. После просмотра такого видеоконтента люди частенько переходят на вегетарианский тип питания. Но спустя неделю, закономерно, забыв об увиденном, они такие: «Давай мясо! Давай мясо!» Данную телепередачу вместе с нами смотрит и тот, чье имя вынесено в заглавие фильма. Сид. Который, помимо увлечения передачей в мире животных, еще донашивает за Джейсоном тот мешок. Приговоренный к смертной казни на электрическом стуле, переживший 3 разряда по 15 тысяч вольт в течение 45 секунд, должен быть освобожден. Следом за теорией фильм переходит к практике. Какого-то бедолагу готовят к аттракциону кинотеатр 660D. А так как события происходят в 70-е годы, то технологии выглядят слегка устаревшими. Аттракцион врубают, и чел в кресле начинает балдеть по полной. У него буквально дым из ушей валит из-за балдежа, и кровь носом идет. Я на всякий случай это все зацензурил, чтобы вы не обзавидовались. Это нормально. Ужас, этот запах. Оператор аттракциона жалуется, что оборудование поизносилось. Но директор парка развлечений обещает его обновить. Я написал много писем на основании твоих жалоб. Ты получишь совершенно новое оборудование, обещаю. К слову, парк называется «Тюрьма», а аттракцион «Смертная казнь», если кто еще не понял. Действие же переносится в автобус, который, судя по операторской работе, едет по кочкам. В остальном же автобус как автобус, пассажиры как пассажиры, но всегда найдется какой-нибудь придурок, которому не едется спокойно. Правда, кроме как орать, сделать он больше ничего не может, потому что сел на жвачку. Вы его видите? Это серийный убийца. Послушайте, это он. Вы не понимаете? Меня никто не слышит. Это он. Он здесь. Вы его не видите? Не понимаете, о ком я говорю? Нет, он про пассажира, про Сида, если быть точным, вдруг вы не узнали, который встает и решает успокоить ребеночка. Отдай ребенка. И да, предвзятое отношение Уве к детям раскроется еще больше в «Постале». Видимо, великий режиссер думает, что гипотетически из каждого ребенка может вырасти кинокритик. Ну а эпизод в автобусе, как несложно догадаться, это всего лишь сон главного героя. Но мы ненадолго в его постели, ведь действие опять переносится на остров, где расположена тюрьма. И то, как она здесь изображена, сразу выдает фильм за $10 миллионов. Или игру по типу «Командос». Особенно доставляют пропорции.
Два корпуса тюрьмы не намного больше причала или порта, которые в других сценах с других ракурсов значительно меньше. И вообще, такой вот графикой и вот этими вот нелепыми париками этот фильм сильно напоминает мне «Королевство викингов», где были похожие изображения зданий с высоты птичьего полета и парики. Много париков. В целом же, начало фильма слегка скомкано и скачет туда-сюда по хронологии. Поэтому сложно понять, какого хрена происходит, и почему после того, как начало было скомкано, фильм не был отправлен в мусорное ведро. В тюрьме же мы пробудем недолго. Полюбуемся на неподвижного Сида, с которого даже в тюрьме решили не снимать маску, видимо он настолько неотразим, и узнаем, что новый аттракцион в тюрьму не завезут. Я написал множество писем, сделал кучу телефонных звонков. Ничего. Никаких надежд на новый электрический стул. Мы должны поджарить Сида на следующей неделе, сэр. А еще фильм поведает нам, за что Сид удостоился участи такой. Явно не за то, что лицом не вышел. Макс Сид, саффертонский убийца. Арестован саффертонский убийца. 666 убийств за 6 лет. 4 шестерки? Похоже, кто-то хотел намекнуть на число зверя, но перемудрил шестерками. Впрочем, важнее другое. Вот эта справка про то, что переживший 3 разряда тока должен быть освобожден, теряет смысл. Ведь Сиду за такое количество убийств, согласно американскому правосудию, полагается 50 электрических стульев, монумент Вашингтона в жопу, 10-кратное четвертование и отправка на Луну с помощью батута. Хотя я не силен в американских законах и могу что-то напутать. В любом случае, после тюрьмы мы оказываемся в полицейском участке, где главный герой со своими коллегами смотрят кассеты, которые им, по всей видимости, прислал Сид. Пленки из Покепси. На кассетах на тех записано, как умирает и разлагается таракан. Умирает и разлагается мышь. Полицейские смотрят это и не понимают. Что это такое? Не знаю. Но зачем тому, кто убил сотни людей, возиться с жуками и крысами? Он пытается нам что-то сказать. На следующих кассетах тот же цикл проходит уже собака. И это, пожалуй, самый тяжелый момент фильма, после которого на смерть и разложение человеческого личинуса и взрослой женщины смотришь с каким-то безразличием, потому что из головы никак не выходит. Похоже, это чей-то домашний любимец. Ну и еще главный герой зачем-то разыгрывает сценку родители и новорожденный ребенок. Что ты хочешь сказать? Что это значит? После чего все эти доблестные мужи едут брать Сида. И в то, как они наконец выяснили его местонахождение после совершенных им 666 убийств за 6 лет, фильм решает нас не посвящать. Это все-таки слэшер, а не детектив. Ну или забыли, я хз, если не считать этих пары фраз. Ты прав. Этой дороги нет на карте. Не волнуйтесь. Я часто охочусь здесь со своими парнями. Я отлично знаю эту местность. Будем надеяться, наводка верная. С этого момента фильм встает на рельсы нормальной хронологии. И даже как-то непонятно, на кой хрен был нужен этот 15-минутный выкидыш Кристофера Нолана в начале. Ехать же полисмены будут долго, целых 5 минут. Как будто Уве Болл решил заодно снять всратое короткометражное роуд-муви. И у него получилось. За эти 5 увлекательных минут мы увидим кадры с умирающей в плену Сида женщиной, всякие газетные вырезки и лица полицейских очень крупным планом, которые пока едут, будут вести скупую беседу о всякой ерунде. Только лишь для того, чтобы я сделал баянистую вставку. Но и темнотища здесь. Мне это не нравится. Тут немного домов. Это единственный дом на улице, ёб твою мать. Съемку же их лиц таким крупным планом я могу объяснить 2 причинами. Во-первых, это нужно, чтобы через их хмурые, сосредоточенные лица передать сильнейшее напряжение, только нарастающее по мере приближения к дому Сида, чтобы показать, насколько личное дело для каждого из полицейских поимка этого ужасного маньяка, который за 6 лет, не снимая маски, убил людей больше, чем я за то же время сделал киллов в PUBG. К слову, о маске. Это, похоже, был сон, основанный на реальных событиях. И во-вторых, крупные планы нужны для экономии денег, которые Уве уже тогда, видимо, начал копить на открытие ресторана. И вот они на месте.
И казалось бы, у 6 здоровых вооруженных мужиков не должно возникнуть сложности поймать одного маньяка. Но нет, маньяк не один. На его стороне клише и штампы. В доме, где темно как в жопе у француза, нет электричества. При этом комната в нем, как в квартире кучеры. Поэтому полицейские разделяются. И закономерно каждый по очереди находит Сида. Одному только не везет. Он натыкается на ловушку. Одну единственную, потому что больше никто не попадет в ловушку. Еще один полицейский обнаруживает своего коллегу с перерезанным горлом, но не поднимает тревогу и не пытается связаться с остальными, а молча возвращается в дом, где слышит какой-то шум на чердаке. Знаете, я полагаю, у вас там белки. Может быть, но он все же решает проверить. И тоже находит Сида. Не нашел Сида пока только детектив Мэтт Бишоп. Лох. Так он еще и под дождь попадает. Ну прикиньте, как досадно. Всех твоих коллег замочили. А тут еще и дождь. Тебя тоже замочит. Появляется Сид. Начинается эпичный махач в лучших традициях Уве Болла. И этой постановке драки не хватает только достойной озвучки. То, что ты пи***р, ёпта. Может, и пи***р. Вы ебанутые? Нормально. Еще бы собака не мешала актерам озвучки. Падла. И не то чтобы детектив Мэтт Бишоп приложил много усилий, но Сид огребает, потому что боец из него как из мешка картохи. Но картоха хотя бы первая в драку не лезет. И чисто для справки, эпизод с поимкой Сида длился 10 минут. И для колоноскопии, на которую это все было похоже, это, конечно же, мало. А вот для 80-минутного фильма, где перед этим было 15 минут какого-то винегрета и 5 минут снятых крупным планом лиц мужиков, это, по-моему, многовато. Тем не менее, Сид пойман и уже чилит в камере смертников. А, нет, погодите, нам еще показывают, как Бишоп запихивает Сида в машину. Спасибо большое. Без этой сцены я бы подумал, что он его, как Сэм Фродо, на своем горбу тащил до тюрячки. В тюрячке же, как известно, каждый второй проктолог и желает проникнуть своим инструментом тебе в Ну вы знаете. Правда, ждешь этого больше от сокамерников, а не от охранников, которых как бы дома жены ждут и все такое. Тем не менее, Сида записали на процедуры без его согласия. Думаю, мне это понравится. Приготовь его для меня. Но у него на этот счет другое мнение. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Охрана! Охрана! Не хочу тебя расстраивать, но вы, походу, и были охраной. К слову, глядя на то, как Сид справился с 3 охранниками, странным выглядит то, как он слил Бишопу. Впрочем, в случае с охранниками, как принято во всех американских фильмах, он спасал свою жопу. Но и сцена эта не сказать, что была сильно нужна. Приходит пора казнить Сида. Хочешь что-нибудь сказать? Извиниться перед семьями твоих жертв? Ага, что-нибудь типа «Извините». Увлекся. Хотя, если верить синопсису, он должен был сказать I'll be back. Так называемый палач говорит начальнику, что стул неисправен, но начальнику пофиг. Мы казним его сегодня. Сегодня. Не знаю, к чему такая спешка. Видимо, маньяк оказался сексуальным, и начальник тюрьмы боится остаться совсем без охраны. В общем, Сид выдерживает 2 разряда по 45 секунд. Это все, на что вы способны, пи***. И чтобы не пришлось его отпускать после 3-го неудачного разряда, они решают сказать, что он умер. Проходите, здесь не на что смотреть. Пожалуйста, разойдитесь, здесь не на что смотреть. Пожалуйста. Хотя могли бы для Верочки жахнуть 3-й раз и сказать, что он умер после него. После чего, не добивая его любым удобным способом, кладут в гроб. И не обращая внимания на то, как он играет пальчиком, заколачивают и самостоятельно хоронят. С момента начала казни и завершения похорон проходит 10 минут. Фильм же переваливает за 45-ю минуту. То есть на основной сюжет про казненного и воскресшего маньяка остается 35 минут. Но перед тем, как скорее к нему перейти, фильм решает потратить еще целую минуту на то, как детектив Бишоп отплывает от острова. Наверное, даже в 7-й дрожи земли отводилось меньше времени на сцены с плаванием на лодках, а там этих сцен много.
Кстати, я сделал обзор на «Дрожь земли 7», если вы вдруг не в курсе. И да, пользуясь случаем, хочу сделать музыкальную вставку, которой в свое время уже задолбал вас. Блин, эта музыка любую фигню сделает эпичной. К слову, оригинальная музыка тут тоже, на удивление, неплохая для фильма Уве Болла. Ну и в общем, Бишоп уплывает. А в тюрьме уже все знают, что Сида похоронили живьем. Вы похоронили его живым. Все об этом знали. Видимо, об этом написали в группе «Подслушано в тюрьме». Сид же, не убитый, но хорошенько заряженный, недолго думая, выбирается из могилы и возвращается в тюрьму за своими экзекуторами. Благо, дверь в тюрьму никто не закрывает. Сначала он дает покататься на электрическом стуле оператору этого стула, чего совершенно никто не замечает. А затем нападает на врача из-под кровати. А почему бы и нет? Из-под кровати так из-под кровати. И, наконец, последним он убивает начальника тюрьмы, трубой, которую он в лучших традициях игры Condemned отрывает от стены. И если вы рассчитывали, что герой, которого сыграл актер из «Гладиатора» с таким вот телосложением даст достойный отпор Сиду, то вспомните этот зрелищный махач, и вы поймете, что это даже хорошо, что все вот так вот закончилось. Длилась же вся эта месть 7 минут, которые были просто тотально безмолвными. Никто не произнес ни слова. А за последние 15 минут хронометража человеческая речь прозвучала всего в 3 моментах. Сид? Что вы смотрите? Тут фильм про вампиров, но он скучный. И ладно бы это были какие-нибудь трансформеры или Безумный Макс, где 15 минут на экране творился бы крышесносящий экшен, или если бы это был эротический фильм про глухонемых. Но нет, на протяжении 15 минут мы видим мужиков с хмурыми лицами, которые что-то стоят, что-то ходят, что-то на лодке катаются, ко сну готовятся, Библию читают, умирают между делом, как будто человек, который должен был прописать диалоги, забухал. Короче, тупо фильмы для тех, кому остопиздили тарантиновские диалоги. Ну да ладно, из списка Сида «Мои обидчики» в живых остается только детектив Бишоп, у которого, в отличие от этих одиноких вахтеров, работавших и живших в тюрьме, есть семья, жена там, дочь, которая того и гляди начнет лунатить и кричать «Домой! Дом! Идем домой!» Silent Hill! Но этого не происходит, хотя расстройством сна она все же страдает. Не могу уснуть. Я тоже. А ее батю терзают муки совести, ведь они нарушили закон и не дали шанса совершенно лютому маньяку выйти на свободу, которого он сам хотел пристрелить, если бы тот взял нож. Давай, возьми его. Бери. Я бы тебя прямо сейчас грохнул. Типа в этом случае формальности были бы соблюдены. Сид же покидает тюрьму, и даже как-то не верится, что с такой техникой плавания он доберется до материка. Проходит полгода, Сид опять ловко скрывается от полиции и, возможно, планирует поставить новый рекорд. Уве Болл тоже, по всей видимости, решает поставить рекорд и снимает сцену, в которой маньяк ласкает жертву тяжелым тупым предметом по голове на протяжении 5 минут. Сцена эта, мягко говоря, жесткая и выделяет фильм на фоне прочих представителей жанра. И, наверное, символизирует собой то, что готовы сделать с Уве Боллом фанаты игр, на которые он сделал свои эпохальные экранизации. Чем же эта женщина заслужила отношение такое, непонятно. Видимо, Сид пришел к своей учительнице по математике, выбивать из нее интегралы. Тем временем детектив Бишоп распоряжается отправить 4 полицейских охранять его дом. Нет, я не буду отсылать ее к матери. Дети ходят в школу, вот почему. И не ебет. Маньяк, шманьяк, да хоть конец света. Детям нужно ходить в школу. В следующей же сцене Сид наведывается в дом Бишопа, проходя мимо машины патрульных, которые в этот момент, видимо, в 4 ствола обеспечивают безопасность его жены. А в следующей сцене Бишопу приносят кассету, на которой его дом. Это же мой дом. Он без подкрепления летит домой, где 4 патрульных уже компактно сложены в ванной. И, во-первых, откуда у Сида эта здоровая пила? Он явно пришел без нее. Во-вторых, как он умудрился не измазать кровью весь дом? Даже рядом с дверью в ванну, ни капельки крови. А в-третьих, за какой временной промежуток это все произошло? Допустим, кассету он записал и отправил в другой день, заранее. Но если судить по тени, Сид и Бишоп
пришли в дом в одно время, может, минуток на 5 разминулись, за которые Сид успел устроить распил полицейских и уехать весь измазанной кровью с женщиной и ребенком на такси или на этом пикапе. В любом случае выглядит как правдеподобная сценарная неуловимость. Бишоп опять без подкрепления едет в хибару Сида, где как полный идиот клюет на приманку и заходит в ту самую комнату, где превратилось в прах не одно живое существо. Мышеловка захлапывается, и теперь Бишопу до конца дней своих придется смотреть мои стримы по PUBG. О, Господи! Ах ты, сукин сын! Бля, я пошутил. Я уже давно стримлю Fallout и фильмы смотрю. На самом же деле Сид предлагает Бишопу самовыпилиться. Бишоп начинает торговаться. Тогда Сид делает его вдовцом. После чего горе-отец-одиночка делает то, что от него требуется. Ну а девочку ждет еще более печальная участь. Сид оставляет ее запертой с папашей и инструментом. Если она вдруг проголодается. Конец. По всем показателям, Сид «Месть восставшего» — это типичная авторская работа Уве Болла в обертке слэшера. Очевидно, с каким-то очередным комментарием в сторону системы в целом или системы правосудия, или чего-то в этом роде. Мне лень разбираться, я вообще-то хотел слэшер посмотреть. Который, к слову, навряд ли понравится поклонникам классических слэшеров. Но знаете, посмотрев некоторое количество фильмов Уве Болла из числа его авторских работ, я с уверенностью могу сказать, что они обладают неким своим неповторимым вайбом, где все те вещи, которые принято записывать в недостатки, на самом деле находятся на своем месте и отлично выполняют свою работу по созданию неуловимой атмосферы, понять которую можно только войдя с ней в резонанс. Как будто Уве Болла общается со зрителем откуда-то из 4-го измерения, что даже Дэвид Линч умиротворенно курит в сторонке. Вот и Сид не снимался с целью кому-то понравиться, он просто плывет в каком-то своем потоке, где нет тупых критиков и зрителей, считающих, что их нужно развлекать правильно. И если захотеть, то от него можно получить, если не удовольствие, то как минимум порцию неподдельных эмоций. И я уже сам начинаю верить в то, что говорю. Может быть, потому что это правда? А может быть, потому что... Hi there, would you like to sign my petition? Ah, that's the stuff.